Приветствую, друзья! Давно уже не тестировал наушников от бренда KBR. И вот не так давно компания представила свою новую бюджетную модель Paker, вышедшую под номером KB2208. Это, в отличие от конкурентов, не одинокий динамик, а полноценная гибридная модель с двумя кастомными арматурными излучателями. Стоит все это недорого, выглядит интересно, да и начинка, как вы поняли, здесь не подкачала. Ну а что там по звуку и какова настройка АЧХ, в этом нам с вами сегодня и предстоит разобраться. Собственно, друзья, поехали! Пришла модель во всем уже хорошо знакомой коробке с изображением героев обзора и полным списком их технических характеристик. Из важного отметим, что базируются они на одном 10-мм динамике и двух неназванных арматурных излучателях, отвечающих за высокие частоты. Общий импеданс этого набора составляет 16 Ом, а чувствительность 103 дБ. В комплект нам положили инструкцию и лишь один набор серых силиконовых амбушюр. Кабель тут ожидаемо просто мусор, о чем говорит его сопротивление, равное 95 Ома на каждой из жил. Сами чашечки выполнены из прозрачного пластика, сквозь который, кстати, видны все заявленные излучатели. Звуковод здесь выполнен из металла, как и вся внешняя часть, а на внутренней можно найти целых два отверстия для компенсации динамика. Смотрится это нормально, посадка отличная, как, собственно, и звукоизоляция. Вот так, друзья, это все и смотрится. По измерениям у нас достаточно вальяжный с высокой амплитудой импульс, незначительное расхождение между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,35%, что очень хорошо. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 62 и 96 миллисекунд без сколь-либо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с правильным заходом на середину, аналогичную амплитуду выделения области разборчивости, яму на 6 кГц, просто гигантский пик на 8 кГц и аккуратненько так уведенные на задний план высокие частоты. Что сказать, график нестандартный. Если слушать музыку на высокой громкости, и почти во всех тяжелых жанрах могут проскакивать искажения, местами даже переходящие в перегруз. Давно уже такого не встречал, так что и сравнивать подобное мне не с чем. Звучат же наушники так же спорно, как это выглядит на графике. Хороший по глубине и прорисовке бас и очень ярко выраженные высокие частоты. Для женского вокала или современной танцевальной музыки такое может быть очень в тему. Но если голос исполнителя имеет, как говорится, тело, то оно здесь практически не чувствуется. То есть у нас классическая уже настройка с подъемом краев диапазона. Да, где-то это добавляет звук энергии и драйва, но вообще говоря, чуть ли не фатально воздействует на баланс частот. Не хочу сказать, что середины здесь вообще нет, это далеко не так, но на фоне ярких высоких частот она выходит как бы на втором плане. По плюсам разрешение на самом верху просто потрясающее, прекрасное разделение диапазонов, зачетные атаки и слегка нейтральный такой характер. Тем, кто уважает агрессию в электронике или рок-музыке, такое вполне может прийтись по вкусу, но для чего-то акустического, академического или тяжелого Paker вряд ли подойдут. Вообще, переводя Paker как долбить, производитель нам явно намекал на всякое современное и молодежное, поэтому и оценивать надо исключительно в этих границах. Модель далеко не универсальна, но качать от бита она сможет. Хватит и динамики на басу, и четкости на перкуссии. Хотя вот лично для себя я бы такое никогда не выбрал. В прямом сравнении с Blond Z300 и KZ DeFi обе эти модели намного выше уровнем и куда более универсальны. Можно ли это как-то исправить эквалайзером? Тут отвечу утвердительно. Наушникам просто необходима коррекция АЧХ в области 8 кГц. Причем прибрать ее надо хотя бы на 5 дБ, а лучше на 10. Напомню, что такая настройка не уникальна. И мы примерно месяц назад встречали ее в куда более дорогих Dunu Talas. Так что сетовать на бренд здесь не нужно. Однозначно скажу лишь то, что это
это очень вкусовое решение, подходящее только для чего-то современного, долбящего. Имени своему модель соответствует на 100%. Итогом гибридные наушники Киберпейкер отлично сидят, неплохо выглядят, ну и насадки в комплект нам положили нормальные. По звуку же они полностью соответствуют своему имени. Долбить они реально умеют и делают это на высоком уровне. Для рока, чего-то танцевального и молодежного они вполне подойдут, а вот раскрыть какую-то серьезную музыку, увы, не в силах. Причем деталей много, бас отличный, но сам звук не сбалансирован. Не хватает, так сказать, основы или нижней половины средних частот. Комплектные насадки, конечно, пытаются этот момент как-то сгладить, но при прямом сравнении уж слишком выпирает тот самый акцент на высоких частотах. А на этом у меня все. Это были наушники Киберпейкер. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!